Привет, CoverProj! Меня зовут Елизавета Голубцова. Вместе с моим партнером Мариной Бирюковой мы основали архитектурное бюро «Биго». И сегодня хотим рассказать и показать вам наш новый проект «Дом для большой семьи». Заказчики этого проекта нашли нас почти случайно. Они были в Барселоне, и им не показалась неинтересным экскурсия. Они решили уйти с экскурсии и зайти в гости к друзьям, которые к тому времени уже жили в Барселоне. Это наши заказчики, для которых мы сделали уже к тому времени 2 проекта. Сначала дом в Подмосковье, а потом дом в Барселоне. И зайдя к ним в гости, им так все понравилось, что они спросили наши контакты. На самом деле они даже не искали архитекторов, то есть они не хотели прямо сейчас переделывать дом, но когда они все это увидели, им так понравился результат, что они обратились к нам и уже решили переделать сначала дом, а потом все это вылилось в полномасштабный проект реконструкции дома, строительства нового бассейна, беседки, детских домиков и ландшафта. Дом был построен лет 15 назад по типовому проекту поселка. И главной проблемой дома была ориентация по сторонам света, но мы сделали такую перепланировку, чтобы солнечные утренние лучи попадали на кухню и в гостиную. Сначала хотели побольше оставить от старого дома, но, как это часто бывает, когда начинается проект, когда уже начинаются какие-то переделки, а в итоге поменяли и окна, достроили часть 2-го этажа. То есть фактически от старого дома ничего не осталось, и в какой-то момент заказчик даже шутил, что, наверное, было дешевле и проще снести все под ноль и построить все с нуля. У нас была задача сделать лаконичный, современный дом, но немного с элементами классики, арт-деко, но очень легкий, чтобы все-таки было ощущение, во-первых, загородного дома. И, конечно, с учетом темного участка, в основную гамму мы выбирали светлую, и лишь в некоторых местах, вот, например, где мы сейчас находимся, в детской мастерской, мы позволили себе поиграть с цветом и добавить его в интерьер. Общая площадь основного дома 530 метров. Главной идеей перепланировки стал перенос кухни в самое светлое место. В старом доме кухня была расположена вот здесь, и очень мне нравилось заказчице, что здесь почти никогда не бывает солнца, приходилось все время включать свет. И вот нашли единственное светлое место, куда попадает утренний свет, и решили здесь сделать кухню. Все основные помещения выходят на общую террасу, которая соединяет дом с бассейном. На террасу можно попасть из кухни, из гостиной и из спортзала. От прежнего интерьера сохранились несущие конструкции, центральный камин. Нам нравилось его расположение, он находится почти в центре дома, но при этом он был такой типичный фокус, кругленьким таким шатром, но нам хотелось его сделать особенным арт-объектом, и мы вместе с нашим металлистом разработали такой сложный дизайн этого камина с очень классной, с одной стороны, натуральной фактурой, а с другой стороны, она такая вечная, потому что на вот эту сложную форму наплавлялся металл, потом он стесывался, а потом наносилось напыление бронзы и патинировалось. Вслед за камином в доме появились интересные фактуры и арт-объекты. Один из них — это скульптура от Crocodile Power. Заказчик знал их еще по Строгановке, но не было пространства, куда
их интегрировать. А тут в нашей гостиной, мне кажется, они вошли в прекрасный диалог с камином. Одной из находок этого интерьера стали гипсовые панно в виде ткани. Нам они так понравились, что мы применили их в 2 местах, на кухне и в прихожей. Гипс в виде материи, но при этом застывший. Это какая-то такая аллегория времени, застывшего, и прекрасный декор. И кажется, что за ними может раздвинуться пространство и быть еще что-то. Такая театрально-временная история получилась. Вслед за переносом кухни мы полностью переделали планировку вот этой части дома. От старого дома осталась только лестница. От нее оставили бетонные основания, которые облицевали новыми деревянными панелями и сделали новое ограждение у нашего металлиста, по эскизам которого сделан камин дома и каминный портал бассейна. Слева расположен детский блок, который мы полностью построили. Вот это крыло дома, оно было одноэтажным, и мы построили 2-й этаж как раз для 2 девочек. На самом деле, это частая проблема детей близкого возраста – укладывание. То есть с кем находится родитель, да, при укладывании, либо это происходит по очереди, но на самом деле, конечно, в идеале, когда дети засыпают одновременно, и тогда начинается ревность, кем сидит родитель, и даже если ребенок приходит, то в какой спальне, да, там, в какой спальне это происходит, в чьей, вот, поэтому у нас есть такая общая гостиная с диваном, на котором можно вместе перед сном посидеть, почитать книжки, мама может почитать книжки обеим, потом они уже расходятся по разным спальням. Мы долго искали какой-то подходящий стеллаж в нишу для книжек. Смотрели Бейкер, еще что-то, вот. Но в итоге остановились на 2 шкафчиках из бабушкиной квартиры. Квартира хозяйки дома, бабушки, которую она очень любила ездить в гости. И получилось очень здорово, что мы сохранили эти 2 предмета, и они отлично вписались в детскую гостиную вместе с гламурными перьями. Эти 2 шкафчика 60-х годов завязались в классный ансамбль. Есть блок гостевых спален с 2 гостевыми санузлами. 3-й блок на 2-м этаже – это зона хозяйской спальни. Здесь у нас получился некий тамбур, через который мы проходим. Справа гардеробная, слева ванная. Мы попадаем в кабинет, который поделен на 2 части, мужскую и женскую, и через него попадаем в главную спальню. В отличие от детских комнат, которые мы все-таки делали, выделяли и стилистически немножко, и цветовая гамма другая, то дизайн Master Bedroom и других гостевых, он вытекает из стиля гостиной, но, конечно, нам хотелось добавить больше уюта, больше фактур. Вот, например, в Master Bedroom за кроватью у нас такая большая деревянная панель с волнами, с красивой фактурой, которая создает уют во всей комнате. Есть уже достаточно большой пул приемов и навыков, как сделать дом для большой семьи. Стандартный прием, когда детские убираются наверх, рядом с детскими спальнями, а вся взрослая зона, она внизу, там гостиные, кинозалы и так далее. Но на самом деле это плохо работает в семьях с детьми, потому что детям хочется быть рядом с родителями, поэтому мы спроектировали большую мастерскую для детей, которая одновременно является и мастерской, и игровой, и детским кинозалом. Тут можно и лепить, для этого у нас есть отдельная раковина, где можно спокойно помыть кисточки, руки после глины, не боясь испачкать какой-то общий белый фаянс. Если есть у детей желание посмотреть мультики, из потолка у нас спускается экран.
Дети садятся на ковре, на диванах, на пуфиках и могут в любой компании большой посмотреть мультики, находясь, в принципе, на одном этаже с родителями, не так далеко от них, но в то же время в каком-то своем пространстве. Помимо реконструкции дома, перед нами стояла задача спроектировать бассейн. И на первый взгляд, поскольку участок лесной, нам казалось, что нет для него места, несмотря на небольшого размера чашу. Мне кажется, мы испробовали все места на участке, куда можно посадить бассейн, пристраивали его к дому, располагали горизонтально, вертикально относительно основного дома. Нашли место для бассейна только после того, как изогнули два объема в плане. В одном объеме разместилась зона отдыха, раздевалка, прихожая, в другом объеме сама чаша бассейна, а посередине получился такой узел, где удобно расположились хамам, сауна, душевые и купель. В бассейне, когда стали делать интерьер, очень долго искали назначение вот этого соединительного узла, и было сложно из одного прямоугольного объема перейти в другой прямоугольный объем. Здесь получалось такое несколько нетрадиционной формы, трапециевидное, со скругленными стенами пространство. И вот только после того, как появились полукруглые стены, как кулисы входа в чашу, к чаше бассейна, вот только после этого все встало на свои места. В полукруглой стене расположены полукруглые душевые, а в другой полукруглой стене стоит купель. И вот эти полукруглые стены тоже долго думали, чем их отделывать. Полукруглая форма. Первое, что приходило в голову — бетон. Но заказчики не очень нравилась отделка бетоном, поэтому появилось вот это решение деревянных брусочков, которыми можно облицевать полукруглые стены. Но в итоге получились вот такие элементы. Все их почему-то называют паруса. Может быть, из-за треугольной формы, из-за каких-то, тоже как некая ткань, которая создает некие кулисы перед входом в чашу бассейна. То есть нам хотелось чего-то такого парадного, но в то же время теплого, поэтому они деревянные. И в этом сложном пространстве душевых, немного нетрадиционным, нетипичным для наших проектов, решили поиграть в захухадит и сделали криволинейный потолок. Как и в гостиной основного дома, каминный портал в бассейне был выполнен на заказ нашим металлистом. Еще один интересный объект — светильники купола и Линды Ктамишевой. Уже после бассейна на участке появилась беседка. Это полноценная теплая кухня, где можно круглый год жарить мясо, сидеть с гостями. У нас там есть большая печь, состоящая из 3 зон. Это зона мангала, печь для казана и профессиональная печь хоспер. И заказчик всем этим активно пользуется. В беседке мы еще использовали наш любимый прием раздвижного остекления. Здесь нужно было сделать теплое раздвижное остекление. Тоже, мы нашли подрядчиков, которые делают это. И это очень классный прием, когда раздвижные окна дают ощущение, что ты с одной стороны сидишь в помещении, а с другой стороны уже на улице. Мы очень любим этот проект, потому что здесь нам удалось проектировать комплекс, то есть не только интерьер, но и построить бассейн с нуля, беседку, расположить все это, сделать классный генплан участка, продумать взаимосвязи. На самом деле
очень здорово, когда у архитектора есть возможность вот этого нулевой точки, когда ты продумываешь все связи. То есть на самом деле в этот момент даже не нужен там отдельно ландшафтный дизайнер или еще кто-то, потому что архитектор лучше всех знает, как сделать правильное перетекание пространства, какие взаимосвязи между кухней в доме, кухней на веранде, террасой, как все это оптимально продумать во все переходы, чтобы этим было удобно и классно пользоваться. И на этом участке нам удалось все это воплотить, сделать разные постройки, в которых прошлым летом заказчики, например, не уезжали в Италию, как они часто делают, и сказали, что они очень классно провели лето благодаря этому разнообразию построек на участке, что они могли просто менять локации, ходить в бассейн, ужинать то на открытой веранде, то внутри беседки, готовить разные блюда и, в общем, жить внутри этого участка своей интересной жизнью.